Пока крупные студии пренебрегают тактическим геймплеем в стиле оригинальных Rainbow Six и SWAT 4 в угоду простоте и массовости, и даже с этим у многих гигантов возникают проблемы, зеленый свет загорается инди-энтузиастам. Давно анонсированный и очень ожидаемый тактический шутер Radionaut выходит в ранний доступ. Что же подготовили разработчики? Так ли игра хороша и действительно ли это последняя надежда 2021 года? Ставь лайк и давайте разбираться. Radionaut далеко не типичный шутер. В нынешнем состоянии от него так и веет олдскулом. Никакой прогрессии, никакого доната и манипулятивных способов затянуть игрока. Только хардкор. Да и сам антураж навевает мысли о чем-то старом. Эти интерьеры, музыка, как в старых боевиках, и флешбеки из Half-Life. В Radionaut вы боец элитного спецподразделения, обученный бороться с преступностью в опасных ситуациях. Штурм с освобождением заложников, устранение массового стрелка, разминирование бомб. Всего 5 игровых сценариев. Локаций на сегодняшний день в игре 6, не считая 2 тестовые. При этом каждая из них предполагает игру в одном или нескольких сценариях. Классических мультиплеерных режимов нет. Вы можете пойти на задание с командой друзей, присоединиться к отряду незнакомцев или начать в одиночку с группой союзников под управлением ИИ, который здесь на удивление хорош, хоть и не идеален. Да, порой случаются казусы, когда ваши союзники набьются в небольшой коридор и придется расталкивать их в попытке освободиться. Но зачастую все происходит более чем удовлетворительно. Важная часть Radionaut – заблаговременная подготовка к миссии. Проработанная стратегия с использованием тактических устройств окажет колоссальное влияние на успех задачи, поэтому к их выбору следует подходить со всей тщательностью. Раздел кастомизации персонажа предполагает выбор основного и вторичного оружия, тактического оборудования, брони и нашлемных аксессуаров, а также гранат и тактических средств. Основное оружие разделено на 3 категории – штурмовые винтовки, пистолеты-пулеметы и дробовики. Всего 12 единиц, включая оружие нелетального действия. ТАК-700, стреляющий шариками с перцовкой, и дробовик под травматический патрон. Образцов вторичного оружия 7, включая револьвер и тазер. Среди тактического оборудования выбору доступны баллистический щит, таран, миррорган для скрытной проверки углов и дверей, а также дробовик для вышибания замков. Бронежилетов 2 варианта – легкий и тяжелый, а нашлемные аксессуары включают в себя прибор ночного видения, противогаз, очки с защитой от ослепления и баллистическую мандибулу. Примечательно, что мандибула с противогазом влияют на слышимость голоса вашего персонажа. Радует, когда в играх уделяется внимание таким мелочам. Среди гранат есть светозвуковая, газовая и травматическая, а тактические средства включают заряды С2, дверной упор и перцовку. Однако, дабы ваша стратегия работала на практике, недостаточно позаботиться только о собственной экипировке. Стоит задуматься о выборе ролей для каждого бойца отряда. Так не лишним окажется штурмовик в тяжелой броне со щитом. Следует определиться и с тем, кто будет заниматься арестом подозреваемых и обезвреживанием оружия, чтобы не отвлекать весь отряд ради этого. Но вот незадача. Брифинг перед миссией ограничивается лишь примерным наставлением от командования, что не сильно-то проясняет ситуацию. Никакой карты или плана здания вам не дают. Хорошим примером мог бы послужить брат-близнец Zero Hour, обзор которого есть и на канале. Там оперативникам предоставляется детальный 3D-план здания с возможностью просмотреть все его этажи
и оставить свои пометки. На худой конец хватило бы и обычной карты, как в Rainbow Six Siege, ведь локации здесь крайне необычные. Порой даже не представляешь, с какой площадью предстоит работать. Вдобавок, хотелось бы иметь и возможность выбора точки дислокации, но это уже не столь критично в отсутствии полноценного мультиплеера. Что касается самих миссий, они потрясающие. Атмосфера настоящего спецназа на великолепном уровне. Это, конечно, не Clean House из Modern Warfare с по-настоящему живыми персонажами, но Radionaut и не AAA-шутер с четко поставленным сценарием. Хоть и, разумеется, никто бы не отказался от такого уровня погружения. Шаг за шагом продвигаясь по тесным коридорам, взламывая двери и проверяя каждый угол, вы рискуете получить фантастическое удовольствие. Однако вы сами должны отыгрывать роль. Иначе, ввиду того, что одна и та же миссия от случая к случаю будет немного меняться, хорошо поставить красивый сценарий на ней невозможно. В отличие от Modern Warfare, где каждый персонаж отыгрывает четко прописанную роль, здесь искусственный интеллект действует самостоятельно, что зачастую выглядит, скажем, несерьезно. Очень редко противник спрячется за укрытие и станет стрелять на подавление. Чаще это будут болванчики, которые либо сразу же стреляют, либо все время убегают от вас, либо сдаются и с низкой вероятностью окажут сопротивление. И так на протяжении всей игры, всех ее миссий, а с учетом довольно больших по меркам жанра локаций, где территория ограничена не одним зданием, а может включать соседние ангары, пристройки и пещеры, будьте готовы потратить еще десяток минут на поиск заблудшего противника после основной зачистки или проверку каждого арестованного подозреваемого, если вы случайно забыли отрапортовать о его задержании, ведь иначе миссия не завершится. Эдакие мини-сюжеты – это безусловно хорошо, но удержат интерес игрока они явно ненадолго, даже если сделать еще 150 локаций. Ведь все так или иначе сводится к одному и тому же. Меняются лишь декорации. Даже в SWAT 4 миссии разнились сильнее. Не существует и прогрессии в ранней версии Radionaut. Не сказать, что без нее невозможно играть, однако прогрессия так или иначе для многих стала бы фактором мотивации играть хотя бы ради приятной циферки уровня или звания. Феерический успех задания, равно как и поражение, разве что повлияют на итоговую оценку. Но что это дает? Ничего. Пока Radionaut на волне интереса и в лидерах продаж Steam, проблем с онлайном и вовлечением игроков очевидно нет, но что будет через месяц или полгода? Разработчикам важно не упустить момент. PvP-мультиплеер в духе Сиджа или Zero Hour – элемент первой необходимости в Radionaut, ведь остальные аспекты, если и требуют доработок, то лишь минорных, и уже сегодня демонстрируют вполне достойный уровень. Так игра просто переполнена интереснейшими фишками и механиками. К примеру, двери являются очень важным элементом в геймплее Radionaut, а значит и возможностей взаимодействия с ними более чем достаточно. Подсмотреть через Mirror Gun, взломать замок, приоткрыть, выбить ногой или тараном, использовать пробивной заряд или вышибить замок дробовиком. В конце концов, просто открыть и войти. Сделать все то же вы можете приказать и своим соотрядовцам. Взаимодействие с оружием и стрельба тоже, несомненно, радуют. Эффекты выстрелов, звуки, отдача, поведение в виртуальных руках. Реализация, правда, очень достойная. Разве что можно упрекнуть странный позинг пистолетов. И куда же в реалистичной игре без проверки магазина, реализации патронника и разных видов перезарядки, с сохранением или сбросом магазина, и даже на предохранитель оружия поставить можно. К слову, аниматором пушек в Radionaut оказался автор фанатского анимационного фильма по Escape from Tarkov. Приятно радует оптимизация. Конечно, и графика в игре далеко не Next Gen, но при этом интерьеры хорошо наполнены. Чувствуется свой стиль в работе с цветокоррекцией, приятные эффекты. На нашей системе игра показала среднее значение FPS в районе 100, с периодическими отклонениями в ту или иную сторону.
И все же, достойна ли Radionaut внимания уже сейчас, раз уж студия запускает ранний доступ в Steam? Очень важно понимать, что в текущем своем состоянии Radionaut никак нельзя назвать полноценной игрой. Здесь больше подходит термин «техническая демка», но целостная и добротная. Косяки и недостатки можно перечислять один за другим. Здесь и отсутствие PvP-мультиплеера, и зависимость текущей онлайн-игры от игрока-хоста, и невозможность бега или хотя бы ускоренного рывка. Для кого-то станет недостатком отсутствие русской локализации. Можно критиковать ИИ противников или практически нулевую реиграбельность. Можно и предложить тонну идей, как прогрессия аккаунта, процедурная генерация локаций или интерактивное разминирование бомб и взлом замков. Вне сомнения, все это интересно и по-своему важно, однако все то, что мы видим в игре сегодня, разрабатывается уже долгие годы командой инди-разработчиков, и неизвестно, сколько времени еще пройдет до момента релиза. Если вы четко понимаете это и безумно скучаете по культовому SWAT 4, нет оснований откладывать покупку. Испытайте ностальгию сейчас. Благо, со стартом продаж в Steam появились региональные цены. В противном же случае возьмите Radionaut на заметку. Сегодня она представляет отличный фундамент для высококачественного симулятора спецназа, но пока еще им не является.